Привет, меня зовут Сергей. И сейчас, наверное, вы подумали, что я снимаю свой аквариум сверху. Но нет, это не аквариум. Это просто сплетенные из резинок рыбки. Да не простые рыбки, а из мультфильма. Из мультфильма, который называется «В поисках Немо». Вы знаете, наверное, что там была рыбка-клоун в главной роли. И как раз такую рыбку мы сегодня и попробуем сплести. Она объемная, классная и, я думаю, вам понравится. Ну что ж, давайте приступим. Приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков должны смотреть на вас. Но в процессе работы мы с вами будем изменять расположение рядов в зависимости от той детали, которую будем делать. И начнем работу как раз с создания отдельных деталей, а именно боковых плавников, верхнего плавника, хвоста, а затем уже прикрепим их к основному телу нашей рыбки. И приготовьте резинки, конечно же, тех цветов, которые вы будете использовать в процессе плетения. Для этой рыбки я буду использовать оранжевый, белый и черный цвет резинок. Работу начинаем с создания боковых плавников, и для этого накидываем на наш станок резинки оранжевого цвета. По центральному ряду накидываем одну и чуть ниже еще одну резинку. По левому и правому ряду накидываем по одной резинке. Справа накинули и слева накинули одну резинку. Теперь переходим к черным резинкам и накидываем их вот так по диагонали. Одну с боковой стороны к центру и другую с левой стороны тоже к центру. На центральный столбик накидываем одну резинку и закручиваем ее здесь всего 2 оборота. Накинули, это 1 оборот у нас получился, и закручиваем второй оборот. Опускаем вниз и сразу давайте сделаем еще один такой плавник. То есть отступаем расстояние и накидываем 2 резинки по центральному ряду. По правому и левому ряду накидываем по одной резинке, справа и слева. И теперь черные резинки с краев к центру. С правой стороны к центру и с левой стороны накидываем к центру. На последний центральный столбик накидываем одну резинку и закручиваем ее здесь 2 оборота. Это был 1 и накидываем второй оборот. Теперь давайте эти плавнички сплетем. Начинаем плетение вот с этого столбика, заводим сюда крючок, отодвигаем резинку, закрученную 2 оборота, и захватываем черную резиночку, которая находится выше всего. В моем случае эта резинка относится к столбику левого ряда. Я ее сюда перекинул, и теперь уже здесь захватываю резинку и накидываю на впереди идущий столбик. Теперь вновь разбираемся вот с этим столбиком, отодвигаем, изнутри захватываем следующую черную и накидываем на тот столбик, которому она и принадлежит. Это правый столбик, и давайте правый сплетем. Изнутри оранжевая вперед. И центр нам осталось. Отодвигаем, изнутри захватываем оранжевую вперед, и еще раз изнутри оранжевую накидываем вперед. Один плавник мы сплели, но прежде чем его снимать со станка, давайте сплетем еще один. Здесь все делается точно так же. Сначала черную резинку в бок, затем вперед оранжевую, вновь черную в бок с центра и оранжевую вперед. И теперь центр. Раз. И еще раз. Отлично. Теперь возьмем какой-нибудь вспомогательный крючок или палочку, если у вас такая есть. И все резинки с 3 столбиков нам нужно собрать на этот крючок. Заводим сюда. Далее. И еще раз. Снимаем получившуюся конструкцию со станка. Теперь через все петли, которые здесь находятся, нам нужно просунуть одну оранжевую резинку. Я накидываю ее на вот этот вспомогательный крючок и просовываю сквозь все петли, которые находятся на этом крючке. Одна петля, вторая,
и так далее. Вот такая у меня получилась заготовка. Вторую часть этой петли возвращаем обратно на крючок. И один плавник у нас есть. И давайте теперь второй плавник точно так же сделаем, но уже с помощью основного крючка. Заводим сюда, снимаем, сюда, снимаем и, наконец, сюда тоже снимаем. Теперь берем одну оранжевую резинку, накидываем на крючок и просовываем ее сквозь все петли, которые на крючке образовались. Вторую часть возвращаем этой резиночки обратно на крючок. Еще один готов плавничок. Размещаем его на вспомогательном крючке, потому что он понадобится нам немножко позже. А сейчас давайте займемся созданием заднего спинного плавника. И для этого тоже берем резинки оранжевого цвета. Накидываем по правому ряду 2 резинки последовательно. По центру накидываем 3 последовательно. 1, далее 2, 3 резинка. И с левой стороны тоже 2. 1, 2. Переходим к черным резинкам. С краев накидываем их на центральный столбик. И теперь на центральный столбик накидываем одну черную резинку, закручивая ее 2 оборота. Один раз и второй оборот закрутили, отпустили. Берем крючок и плетем. Точно так же, как и чуть ранее плели другие плавнички. То есть отводим черную резинку, захватываем, которая находится выше. В моем случае эта резинка относится к правому ряду. И плетем правый ряд. Здесь изнутри вперед и еще раз изнутри вперед. Теперь следующую резинку захватываем. Она относится к левому ряду. И плетем левый ряд. Изнутри вперед и еще раз изнутри вперед. И нам осталось сплести центр. Вперед, еще раз снимаем вперед. И последний раз снимаем и накидываем вперед. Замечательно. Теперь возьмем вспомогательный крючок и с последних столбиков захватим все резиночки. Сначала одну, затем вторую пару и, наконец, третью пару. И пока это все дело оставляем на вспомогательном крючке. Вот такой спинной плавник у нас получился. Для плетения следующей детали, а именно хвостового плавника, нам понадобится всего лишь 2 ряда. Поэтому один ряд станка снимите, а оставшиеся 2 ряда расположите таким образом, чтобы они стояли ровно друг относительно друга. И теперь берем черные резинки, сначала одну, и скручиваем ее в 2 раза на пальцах. Далее накидываем на пару столбиков. При накидывании поворачиваем эту резинку 8 и опускаем ниже. Еще одну черную берем, тоже скручиваем в 2 раза на пальцах и накидываем на следующую пару столбиков. И опять поворачиваем 8 при накидывании. Еще одну. Накидываем дальше. И еще одну тоже скручиваем в 2 раза и накидываем дальше. Теперь возьмем резинку оранжевого цвета и скрутим ее на пальцах в 2 оборота. Ее нам нужно накинуть сразу на все 4 столбика ближнего к нам ряда. То есть накидываю на один столбик и натягиваю и накидываю на 4. Если у вас резинки рвутся или вы в них не уверены, то вы можете накинуть просто одну резинку, не скручивая ее вдвое. Результат получится примерно такой же, как и у меня, но если, конечно, резинки у вас прочные, то все-таки скрутите в 2 оборота. Теперь нам нужно накинуть белые резинки на 4 пары столбиков. Каждую белую резинку скручиваем в 2 оборота. И накидываем уже в этот раз без всяких 8, то есть обычным самым способом, на 2 столбика. Еще одну скрутили, накинули, следующую скрутили в 2 раза, накинули и последнюю скрутили в 2 раза и накинули. Далее берем крючок, заводим его внутрь вот этого первого столбика и немножко отодвигаем оранжевую резинку, которую мы только что накинули. Изнутри нам нужно захватить черную и скинуть ее с внешней стороны примерно в центр, так, чтобы она находилась между вот этими 2 столбиками.
На следующем столбике тоже захватываем черную и скидываем ее к центру. На следующем черную захватываем, скидываем к центру, и на последнем столбике делаем то же самое. На дальних столбиках тоже захватываем самую нижнюю черную резинку и с внешней стороны скидываем внутрь. На одном столбике, на следующем, на третьем и на четвертом столбике. Далее на всех столбиках резинки опускаем вниз, чтобы освободить место для накидывания следующего слоя. А следующий слой у нас будет состоять из оранжевых резинок. Берем одну, скручиваем вдвое, накидываем на первую пару столбиков. Еще одну скручиваем вдвое, накидываем на следующую пару столбиков. И еще одну на третью пару столбиков. И последнюю на последнюю пару столбиков. Теперь с каждого столбика захватываем нижнюю белую резинку, которая скручена в 2 оборота, поэтому именно 2 оборотика и захватываем, и скидываем с внешней стороны внутрь, как обычно. 1, 2, здесь 3 и на следующем столбике 4. На дальних столбиках та же самая операция. Захватываем белую изнутри, скидываем, следующую скидываем, еще одну и еще одну. Замечательно. Опускаем резинки вниз. И сейчас нам нужно вот эту длинную оранжевую резинку скинуть с внешней стороны внутрь, чтобы она расположилась между столбиками. Давайте попробуем это сделать. Здесь натяжение очень сильное, но все-таки я это делаю. Вот так. Она у нас теперь располагается посередине. Опять же опустим резиночки вниз. И сейчас нам с крайних столбиков резинки нужно переместить к ближним столбикам. То есть вот так. Здесь захватываю, скидываю вот сюда. Здесь захватываю, перекидываю тоже левее. Здесь же наоборот. Мы в правую сторону идем. Захватываем, накидываю чуть правее. И еще снимаю, накидываю чуть правее. Как обычно, опускаем резинки вниз. И сейчас воспользуемся 2 оранжевыми резинками. Сначала одну скручиваем вдвое, накидываем на одну пару столбиков. И следующую скручиваем вдвое, накидываем на следующую пару столбиков. И, как обычно, захватываем резинки нижнего ряда. Сейчас их по 4 штучки получается на каждом столбике. И с внешней стороны скидываем внутрь на одном столбике, на следующем, здесь и здесь. 4. Захватываем и скидываем. Теперь резинки с дальних столбиков нам нужно перекинуть на ближние столбики. То есть захватываем, перекидываем вот сюда. И здесь захватываем и перекидываем немножечко ближе. Вот сюда. Замечательно. Теперь возьмем одну оранжевую резинку, но не будем скручивать ее в 2 оборота, а просто накинем на вот эту пару столбиков. Теперь с каждого из этих столбиков захватываем нижние 4 резиночки и снимаем их на эту резинку, которая у нас накинута была. С одной и с другой стороны. Сейчас на каждом столбике по одной резинке. Теперь нам вновь понадобится вспомогательный крючок. Мы заведем его внутрь одной резиночки и внутрь другой резиночки. И теперь можем заготовку хвоста снять со станка. Немножко ее поправим. И вот такой хвост волнами, такой, какой и должен быть у настоящей рыбки. Сейчас же мы перейдем к процессу плетения тела. А для этого нам нужно изменить расположение станка. Расположение рядов. Снимаю центральный ряд и немножко передвигаю его дальше, чтобы он получился дальним рядом. Если у вас станок имеет вот такую стрелочку, красненькую, то сделайте так, чтобы эта стрелочка находилась у вас на ближнем к вам ряду. А на дальнем ряду, соответственно, стрелочки нет. И это даст нам возможность не запутаться
В том плане, где у нас лицевая часть рыбки, а где задняя часть рыбки. Когда мы будем вращать станок, если будем это делать, то всегда мы будем видеть, что именно здесь у нас лицевая часть. Итак, сейчас мы начнем плетение тела рыбки, и тело плетется, начиная с головы, а точнее с рта. Берем одну резинку, скручиваем ее в 2 оборота, оранжевую резинку, именно она у нас будет являться ртом, накидываем на крючок и протаскиваем сквозь эти 2 оборота белую резинку. Накидываем на пару столбиков. Один столбик дальнего ряда и другой столбик ближнего ряда. Еще одну белую резинку возьмем, но сначала протащим крючок сквозь 2 оборота оранжевых. Накинем резиночку и просунем ее сквозь эти оборотики. Одну часть накинем вот на этот столбик, а другую часть по диагонали вот на этот. И получается у нас вот так эта резинка по диагонали накинута. И еще одну белую резинку берем, просовываем крючок сквозь 2 оранжевых, накидываем и тоже по диагонали, но уже немножко в другую сторону. Сюда и вот сюда. Получилась русская буква «Ж». На всех столбиках опускаем резинки вниз, и сейчас по всему периметру получившегося прямоугольника нам нужно накинуть белые резинки. Сюда белые, правее, еще правее. Теперь возвращаемся к ближнему ряду, и по этому ближнему ряду идем в левую сторону. 1 и 2. Теперь с каждого столбика захватываем нижнюю резинку, резинку нижнего ряда, и с внешней стороны скидываем ее внутрь. На одном столбике, на следующем, на еще одном. Из дальних столбиков точно так же захватываем самую нижнюю и с внешней стороны скидываем внутрь. 1, 2 и 3. Опускаем резинки вниз. И сейчас нам нужно дальние угловые столбики немножко расширить в стороны. Давайте посмотрим, как это делать. Сначала нам нужно захватить верхнюю резинку и посмотреть, откуда она идет. Она идет у нас из середины, как бы. Поэтому нам нужно сделать таким образом, чтобы эта резинка у нас находилась ниже вот этой. То есть, смотрите, это идет из середины. Поэтому мы вот эту резинку снимаем. Вместо нее накидываем ту, которую только что сняли, которая из середины идет, и обратно закидываем другую резинку. Теперь изнутри захватываем вот эту серединную и накидываем на дальний столбик. И получается, что эта резинка идет вот таким овальчиком из середины, а не резко. С правой стороны точно так же нам нужно поступить. Давайте посмотрим еще раз. Снимаем верхнюю резинку, она идет не из середины. Поэтому все сейчас стоит так, как нужно. Захватываем нижнюю резинку, она как раз из середины, и мы ее как раз изнутри и поддели. И накидываем на столбик, который находится слева. Теперь нам нужно сделать глаза. Для создания глаз я буду использовать белые и черные резинки. Берем одну черную резинку и закручиваем на крючке 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Белую резинку накидываем на кончик крючка и протаскиваем все эти 4 оборотика на белую резинку. И накидываем на левые крайние столбики, где у нас есть резинки. Вот сюда и вот сюда. И глаз у нас получается здесь размещен. И еще один давайте этот глаз сделаем. 1, 2, 3, 4. Белую берем, накидываем на кончик крючка и эти оборотики скидываем сюда. И размещаем с правой стороны. 1 и 2. Чтобы у нас слой получился полноценным, на следующие оставшиеся столбики накидываем белые резинки. То есть вот сюда нам осталось накинуть, по этому ряду дальнему, еще раз,
И еще раз белая резинка. С дальним рядом разобрались. И теперь с ближним. Здесь сначала одна резинка и затем еще одна. Теперь с каждого столбика снимаем резинки нижнего слоя. Вот здесь захватываем пару, скидываем внутрь. Здесь пару, скидываем внутрь. Дальше тоже 2 внутрь. А вот на дальнем ряду мы здесь и здесь по одной резинке захватываем. Вот здесь одна у нас получается и здесь одна. Так как мы их расширяли. Здесь, как обычно, по центру 2. Здесь одна. И вот здесь тоже одна. Замечательно. Опускаем резинки вниз. И сейчас нам нужно расширить в стороны резинки ближнего к нам ряда. Точно так же, как чуть ранее мы делали с дальним рядом. Давайте вновь вспомним, как это делается. Снимаем верхнюю резинку. Она у нас идет не из середины, значит, все правильно. Изнутри захватываем резинку, которая, получается, идет из середины. Вот она. И накидываем на столбик, который находится правее. С левой стороны захватываем верхнюю резиночку, смотрим, откуда она идет. Тоже не из середины, поэтому здесь все верно в плане последовательности резинок. Поэтому мы изнутри захватываем центральную и накидываем на столбик, который находится левее. Теперь по всем этим столбикам нам нужно накинуть белые резинки по всему периметру. И как обычно, с каждого столбика снимаем резинки нижнего ряда. На некоторых столбиках по одной резиночке, на центральном 2, и здесь на крайних тоже по одной. И на дальних столбиках тоже захватываем нижние резинки, которые к предыдущему слою относятся, и снимаем их с внешней стороны внутрь. Следующий ряд у нас будет состоять из черных резинок, которые нам тоже нужно накинуть просто по периметру. И как обычно, с каждого столбика скидываем резинки нижнего ряда. Они здесь очень хорошо видны, потому что они белого цвета, а верхний ряд черного. Следующий слой состоит из оранжевых резинок, которые мы тоже по периметру просто накидываем. Снимаем с каждого столбика резинки нижнего ряда. Они все черного цвета. И здесь очень хорошо видно, где нижний ряд, где верхний ряд. С ближних столбиков и с дальних столбиков тоже. Снимаем резинки черного цвета. Опускаем вниз. И сейчас нам понадобятся те заготовки, которые мы делали чуть ранее. А именно плавнички. Причем маленькие плавнички. Мы с вами делали еще и большой плавник. И маленькие, вот эти. Где у нас по центру 2 резинки, а по краям по одной оранжевой резинке. Смотрите, что нам нужно сделать. Берем одну заготовочку. И она у нас расположена на резинке. Одну часть резинки накидываем на столбик вот этот. А другую часть накидываем на дальний столбик.
Плавник у нас слева закреплен. Точно так же закрепляем и второй плавник, но уже получается с правой стороны. Здесь и здесь. Тоже он прекрасно закреплен. На все оставшиеся столбики, чтобы получился полноценный ряд, накидываем оранжевые резинки. С каждого столбика снимаем резинки нижнего ряда. Сейчас нам нужно разобраться со спинным плавником. А он у нас лежит на вспомогательном крючке, и его нам нужно закреплять очень оригинальным способом. А именно, захватываем, вот здесь посмотрите, 6 всего петелек, 2, затем еще 2 и затем еще 2. Нам нужно захватить 2 самых крайних, вот эти, снять со столбика, то есть с этого вспомогательного крючка, и накинуть на спинной центральный столбик. Я сейчас разверну станок, и мы посмотрим более внимательно. Вот этот столбик, обратите на него внимание. Сейчас на крючке у меня 2 петельки. Я захватываю оранжевые со столбика и на них скидываю вот эти оранжевые петельки спинного плавника. Снимаю со столбика оранжевые, которые захвачены крючком. И теперь, продвинув спинной плавник ближе к центру, накидываю обратно на столбик оранжевой резинки, которые я только что с него снял. Замечательно. И на нашем крючке еще осталось 2 пары петелек, но мы их накинем немножко позже. Пусть они пока на крючке. Давайте развернем станок вновь лицевой стороной. Я это очень хорошо определяю по красной стрелочке. И сейчас накидываем по кругу, как обычно, оранжевые резинки. Из каждого столбика снимаем резинки нижнего ряда. Аккуратненько с центральным столбиком, вот с этим. Сейчас я развернул станок, чтобы вам было лучше видно. Здесь мы аккуратненько захватываем нижнюю пару резинок и скидываем их, как обычно, с внешней стороны вот сюда, внутрь. И на оставшихся 2 столбиках тоже скидываем резиночки с внешней стороны внутрь. Теперь мы продолжаем разбираться с центральным плавником. И на этот раз захватываем следующую пару резиночек. Так, чуть-чуть распустилось, но это поправимо. Захватываем пару. И уже эту пару нам нужно накинуть вот на этот столбик. Тем же способом, который мы делали чуть раньше. То есть захватываем вот эти резинки со столбика, протаскиваем пару плавника на них, снимаем со столбика, продвигаем туда ближе и накидываем обратно на столбик вот эти оранжевые резинки, которые на столбике чуть раньше были. На крючке у нас сейчас осталась последняя пара резинок, которые относятся к этому плавнику, но с ней мы разберемся чуть позже. Я разворачиваю станок вновь лицевой стороной, опускаю все резинки вниз, и сейчас нам понадобятся уже резинки черного цвета, которые мы должны накинуть по периметру тела нашей рыбки.
как обычно, плетем. Аккуратненько с центральным столбиком. Так, и теперь со спинным плавником уже до конца разбираемся, то есть захватываем крючком вот эту пару петелек, которые у нас остались. Убираем вспомогательный крючок, захватываем черные центральные резинки и на них скидываем оранжевые. Снимаем со столбика черные, продвигаем туда плавничок внутрь и возвращаем теперь черные обратно. Разворачиваем станок опять лицевой стороной и сейчас сделаем ряд из белых резинок. Плетем, захватывая резинки нижнего ряда, черные они, и скидывая их с внешней стороны внутрь получившегося прямоугольничка. Если посмотрим на наш станок сбоку, то увидим, что уже у нас довольно сильно сформировалась фигурка рыбки. И действительно мы с вами подходим уже практически к концу. Поэтому все свои силы сожмите в кулак, потому что до финала совсем-совсем близко. Опускаем резинки вниз. И сейчас нам нужно сделать еще один ряд белых резинок, но перед этим нам нужно с крайних столбиков ближнего ряда сдвинуть резинки на соседние столбики, но ближе к центру. Здесь беру пару белых, захватываю, снимаю со столбика, накидываю вот сюда, то есть левее. И с левой стороны снимаю пару с крайнего столбика и накидываю на соседний столбик. Получается, что на этих столбиках сейчас у нас по 4 резинки. И делаем самый обычный белый ряд. Но накидывая, конечно, резинки на те столбики, на которых мы работаем. А на пустые столбики накидывать ничего не нужно. Плетем, как обычно. Здесь 4 захватываем внутрь. Здесь 2, 4. И на всех столбиках дальнего ряда по 2 нижних резинки скидываем с внешней стороны внутрь. Замечательно. Теперь нам нужно сдвинуть крайние столбики дальнего ряда ближе к центру. Здесь захватываю пару, снимаю, накидываю на соседний столбик слева. И здесь снимаю пару, накидываю на соседний столбик, который находится правее. Теперь нам нужно взять одну оранжевую резинку и накинуть сразу на все 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь снять резинки нижнего ряда так, как будто бы у нас накинут самый обычный ряд. Здесь захватываем 2 внутрь. Здесь 2 внутрь, еще раз 2 внутрь. Здесь у нас 4 на угловом дальнем, по центру 2 и на угловом дальнем 4. Теперь нам нужно с крайних столбиков скинуть резинки на центральные столбики. С правой стороны снимаем, накидываем к центру. И с ближнего столбика тоже снимаем, накидываем на центральный. С левой стороны поступаем так же. Здесь снимаем к центру. И здесь тоже захватываем и снимаем к центру. Практически все готово. И сейчас нам нужно
почти готовую рыбку набить ваткой или синтепоном, или просто резинками, или любым другим наполнителем. У нас как раз здесь осталось очень удобное отверстие для набивки. Я беру вот такой кусочек и с помощью крючка просовываю его внутрь тела рыбки. Возьму еще один кусочек. Слишком плотно набивать не нужно, потому что вата у вас полезет из всех щелей и будет не очень хорошо смотреться. Ну так, в меру. В меру набиваем, чтобы плотненько было, но ничего не вылезало. А проверить, вылезает или нет, можно просто перевернув рыбку вот так, другой стороной. Вроде все отлично, ничего не выползает. Теперь давайте возьмем заготовку хвоста, снимем обе вот эти петельки и далее накинем одну часть петли на столбик ближнего ряда, а другую часть петли на столбик дальнего ряда. И нам нужно все нижние резиночки теперь захватить, натянуть и скинуть их на вот эту резинку хвоста. С другого столбика точно так же захватываем все нижние, натягиваем и накидываем их на хвост. Далее берем крючок, заводим его внутрь столбика, на котором осталась резиночка хвоста, и в другой столбик тоже заводим и снимаем. Вот готовая практически рыбка, и сейчас нам нужно вот из этой резинки сделать петельку, протащив одну ее часть внутри другой части этой же резинки. Получилась петля. Насколько позволяет прочность ваших резинок, вы можете эту петлю затянуть. Чтобы она нам не мешала, я сделаю следующее. Возьму и просуну хвост. Раз, затем восьмерочкой поверну, еще раз внутрь хвост, еще раз повернул, еще раз внутрь хвост. И до тех пор, пока эта резинка практически не исчезнет и не будет столь заметна. Вот так, как в моем случае. Теперь расправляем нашу рыбку, делаем такой более плоской, похожей на настоящую рыбку. Сверху у нас плавничок. Расправим боковые плавнички. Вот один. И вот другой тоже расправляем. И рыбка у нас замечательно плывет навстречу путешествиям, навстречу странствиям и приключениям. Я надеюсь, что ваша жизнь тоже полна различных путешествий и интересных приключений. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях ваши впечатления и отзывы об этом уроке. До новых встреч! Пока!